Здравствуйте. Вот наша посылочка. Дякую. Опять большая. Опять будем сейчас выгружать. Да, мне. Вітаю вас. И Ляся. Ляся привязанная. Ляся баловалась. Только Айза вот это молодец, да? Айза только молодец. Еще одна соведущая у меня появилась. Вот. Сегодня мы будем тут с вами под музыку. У меня у соседей они включили музыку, они на огороде, поэтому работают под музыку. А мы будем под музыку распаковку посылки с сайта iHerb делать. Опять я все переложила это в сумку, потому что коробки очень неудобно вести. Я вместе с Мией езжу, потом помимо посылки я еще делаю какие-то покупки. В общем, не очень это удобно. Поэтому перекладываю все и будем... Какая разница, откуда распаковывать? В общем, как я и говорила в предыдущем видео, я заказала еще вот один такой энергетик. Это вишня. Это комплекс аминокислот и витамины группы В здесь. Но здесь и не только. Здесь еще разные микроэлементы. Здесь у нас будет Мия. Ну, ты гуляете или что вы туда-сюда бегаете? Вот. Здесь идет вот так это упаковано. И вот он, этот еще добавочный пробник. Это с манго. То есть 20 вишневых и один в подарок на пробу следующий вкус, который бы вы потом, может, закажете. Как я и рассказывала ранее, но тот, кто, допустим, не слышал, повторюсь, очень хорошая вещь, особенно когда вы чувствуете какой-то упадок сил у вас или вы устали, а вам много работы нужно сделать, то тогда вот выпиваете и все, расчихалась собака. Ну иди сюда, иди. Вот. И у меня такой я из манго покупала, но я сыну покупала с манго. С виноградом у меня еще есть. И вот я купила с вишни, потому что вишневый пробник был в манго, и мне понравился, и решила заказать. Вот. Так, это по акции были хлопья, притом это без глютена, да, глютен-фри. Здесь идут кукурузные в основном. Ну, цена просто была хорошая, не знаю, по-моему, по акции они до сих пор еще есть, по супер цене. Это не акция, это супер цена. Не совсем видно. Иди сюда, иди, Азюша, иди сюда, иди ко мне, моя собака, иди. И лапы вот эти, лапы мои. Так. Далее, вот тоже в прошлом видео в пустых баночках я вам показывала эту торговую марку, японская торговая марка с масками, Сабарина. Очень мне нравится, но, к сожалению, именно вот этой маски уже нет в наличии, они сняты с продаж, но там еще осталось две. Это какой-то ягодный микс и еще какая-то лимонная, с лайма, по-моему, что-то такое. Я оставлю тогда ссылки на те две маски. Вот, но это я рекомендую однозначно. Иди сюда, иди, моя девочка, иди, покажись, тоже в камеру, иди. Азюша, иди сюда, иди ко мне. Иди сюда, скорее, иди скорее к маме, иди. Затем, тоже уже по акции его нет, но он был по супер цене, и мне очень именно вот этот мне понравился со скелетом, поэтому я взяла и в зернах, и молотый. И также омега-3
Тоже была акция, так, где покупая, сколько вы купили продуктов в корзине, у вас столько, вы можете баночек омега-3 заказать. Но я заказала не столько, потому что у меня не влазило уже по весу, перевес был. Поэтому еще 3 баночки заказала. Может быть, продам, денежка нужна сейчас, поэтому я, скорее всего, выставлю на продажу. Может быть, кому-то надо и кто-то купит. И фитосомы гинка билоба я тоже вам в пустых баночках показывала. Мне очень нравится именно фитосомы. Очень благотворно действует этот препарат на мою голову. Хорошо идет кровообращение и перестает болеть голова. То есть очень редко, когда она болит. То есть если раньше я мучилась, у меня 2 дня в месяц не болела голова, то сейчас у меня 2 дня в месяц она болит. И то, может, 2 раза в 2 месяца болит. Так что очень. Так, и вот еще по пробной цене огромная такая бутылка. Это, ну, я как бы по весу видела, что... Не тряси камеру, иди сюда. Я как бы по весу видела, что там 270 грамм. Но что она такая огромная? Значит, это что? Это морская соль с травами и с чесноком. Вот. Ну, вообще, конечно, супер. Ой, аромат хороший. Но тут даже больше я слышу какими-то травами. Класс. В общем, по акции 50% в пробных товарах. Вот там, смотрите, там есть еще гималайская соль, потом смесь перцев, потом черный перец просто, есть фиолетовая соль окрашенная, морская соль окрашенная свекольным соком. Вообще, ну, реально за 50% прекрасный вариант. И 2, это новинка, новая торговая марка Blue Diamond. Я взяла вот такие обычные, просто миндаль натуральный, не обжаренный. Здесь 700 грамм, 709 грамм. Получается, ну там со скидкой оно получилось 450 гривен, да. А я в Метро у нас увидела килограмм бланшированного миндаля, то есть уже бланшированный. И он 449 гривен стоит. Столько же, сколько этот вот 700. Так на развес я не рискую все-таки покупать. Я вам там была в каком-то влоге показывала, что я заходила в магазинчик восточные там сладости и там разные орешки. Я смотрела на этот миндаль, да, он дешевле, но я не рискую, потому что я рассказывала уже была, что я 1 раз купила, и только когда бланшировала, я увидела, что там было несколько орешков прямо с плесенью, поэтому, а его уже весь нельзя есть. Если хоть 1 орешек с плесенью, уже нельзя есть весь мешок или всю коробку, всю партию, в общем-то, поэтому... Я его выбросила и больше не рискую. Лучше я возьму Сайхерба, уверенная, что это натуральный, чистый, органический даже есть. Но здесь про органику ничего не написано. Здесь нет значка органический. Но он чистый весь. Вот. И в Метро там тоже хороший. Там очищенный. Там, по-моему, он тоже какой-то импортный. Ну, килограммовая пачка бланшированного, чистого, без кожуры миндаля. Вот. Но я уже была заказала этот, поэтому в Метро не стала покупать. Но теперь буду покупать в Метро. Вот. А вот этот идет, я не буду этот открывать, это миндаль и миндаль, а это идет, значит, в черном шоколаде, но уже обжаренный. Этот мы откроем сейчас с вами. Шо, Мия? Он здесь как-то, видно, пообсыпался, потому что, вот, видите, зернышки, есть кое-какие зернышки без, ну, ой, как пахнет, ой, как он пахнет вкусно, это обжаренный.
знаете, не такая, как у нас продается. Думала, такой будет, как у нас. Миндаль в шоколаде. Толстая такая шоколадная глазурь. А это именно... Нет, это в шоколаде, тебе нельзя. А это именно вот слегка тоненькая. Вот тут сейчас по какой-то ободранный найду. Вот видите, насколько тоненькая идет пленочка этого шоколада. Боже, как это вкусно. На. Вот собака орехи ест, сухофрукты. Боже, я не могу остановиться. Это очень вкусно. Сейчас его, по-моему, нет в наличии. Ну, ловите, это я прям рекомендую. Этот не знаю. У кого есть метро в городах, покупайте лучше очищенный в метро. А вот этот рекомендую. Это, ой, это в 1000 раз вкуснее, чем у нас продается миндаль именно в шоколаде. Там я не люблю, потому что сильно много этой глазури шоколадной. Ну что тут такое здесь собака? Что тут здесь собака? Ну вот такие вот покупки. Вроде бы целая сумка, но здесь не так много товаров, они просто тяжелые все. Получается, что я все взяла по акции. Все, абсолютно. Здесь ни одного нет товара, который был бы не по акции. Это тоже была, гинка тоже по акции была. Это по акции, потому что это новинка 10%. Вот это получается по пробной цене 50%. Это тоже что-то около 50%. А, нет, не по акции я взяла только вот этот энергетик, потому что, ну, мне он очень надо был, и я прям так себе и решила, думаю, это будет самое первое, что я положу в корзину. То есть это сыворотка с пептидами от Life Extension, я вам показывала в прошлой распаковке. И, ой, блин, а я вот это орешки трогала, я жайзу гладила. Господи, я забыла совсем. Ну, у меня уличные собаки тоже на этой, я антипаразитарку им даю раз в 3 месяца, но все равно это не то, конечно, чем моя домашняя собака. Блин, Айза, ты ко мне тут что приставала? Я руки об тебя вымазала и потом орехи ела. Блин, ну будем надеяться. Ну мы тоже делаем антипаразитарку, поэтому не рычи, Мия, не переживай. Что ты переживаешь? В общем, вот такая маленькая посылка была. Ну, да. Поэтому немножечко решила и поболтать с вами. Все, спасибо вам большое за внимание, за то, что посмотрели, за то, что пишете комментарии, за то, что ставите лайки, за то, что пользуетесь моим промокодом. Огромное вам спасибо, да, огромное спасибо. И Айза вам говорит огромное спасибо, да. Азюза, иди сюда, иди. Вот тут еще лягу, вот тут еще лягу. А Мия дорынчит. Да угомонися. В общем, все, всем пока. И вот наши покупки в АТБ. В АТБ я не снимала, потому что вы уже видели наш АТБ, и неудобно было. Мы так по-быстренькому. Я, как всегда, очень экономно по фруктам, овощам, потому что они пропадают, и я не покупаю много. Я покупаю столько, сколько я использую. Один огурец, при том, что цена еще сейчас высока для овощей. Один перчик заказала, это что-то азиатское буду готовить, там всегда требуется болгарский перец. Один огурчик и 3 вот таких красивых банана. Вот, купила. Опять все в моей сумочке, вот в это, я ею не нарадуюсь. Это
для овощей и фруктов, чтобы не покупать вот эти пакеты. Но здесь уже пакетик взяла для помидоров, потому что, ну, они коктейльные, очень маленькие, и я их отдельно в пакетик. И вот купила себе чашку. Мне ж мало чашек, у меня ж мало чашек дома. Но я так люблю чашки, мне не надоедают, и мне хочется всегда что-то такое новое. Потом эта чашка постоит у меня какое-то время, и я ее достаю, и как будто бы как новая. Поэтому я часто чашки меняю. И вот такая симпатичная, она напоминает эмалированную, хотя это керамика. Вот. И я вот так вот сюда их сложила в чашечку и везла. Очень удобно, не помялся ни один помидорчик. Далее я купила оливки фаршированные креветкой. Тоже на какой-то рецепт мне надо, я не помню на какой. Купила, пусть будет. И купила тамаринт. У меня есть сайхерба тамаринт соус. Сейчас я вам его покажу. Очень классно. Ну, написано паста тамаринт, органическая. И очень вкусно. Но он такой, как его к мясу очень хорошо, к салатам, заправки с ним делать. Он напоминает слегка бальзамический соус, тот, который я всегда использую. Я была про него забыла, купила уже давно, но забыла. И вот вспомнила, и теперь открою. Его даже так с водичкой разводить, чайную ложечку на стакан воды, очень полезно. Вот. И здесь только органический тамаринт и вода. Все, больше ничего. А вот свежий тамаринт я никогда не ела. Не хочу попробовать. Он уже давно продается у нас в АТБ, но я как-то его не покупала. Вот. Сейчас откроем, я его попробую. Потом я купила мыло большое вот такое на кухню, чтобы вот сюда добавлять. Это у меня уже что-то так быстро закончилось мыло. А сайхерб не заказала, и как-то и денег жалко на мыло. Другого поназаказывала. И сейчас посылки пока не заказываю. Уже заказала, поэтому мыло надо, поэтому взяла вот такое, экономно, дешево. Думаю, разок помою неорганическим, хотя тут он написано экопродукт. Но не знаю, я по составу не разбирала, не могу сказать. Вот, и купила вот такое вот, все-таки я не оставляю попытки. Садовый декор я вместо светильников, вот хотела же светильники купить, но подумала, что в связи с военной ситуацией, ну, нельзя, чтобы на улице что-то горело. Но вот мимо вот этой совы не смогла пройти мимо. Но думаю, если не на улицу, то хотя бы вот тут на окне у меня будет стоять. То есть вот солнечная батарея. Вот оно заряжается целый день, а потом вот из глаз вот эти фонарики светят. В общем, я попробую. И как только сейчас его выставлю, пусть оно зарядится, и потом сниму видео и покажу. То есть в конце этого видео будет обязательно и сова. Вот. И тогда давайте сейчас пробовать тамаринт. А, еще вот губки купила для мытья посуды. Но у меня они больше уходят не для мытья посуды, потому что я для мытья посуды пользуюсь вот такой щеткой. Это с Алиэкспресс. И вот такими губочками. А вот эти губки у меня для мытья там столешниц, мойки, ну вот такого всего, умывальника. На всякий случай у меня они всегда есть. Это уже я в нашем магазине здесь купила петрушку и базилик. Хочу посадить у себя там на клумбе. Базилик, наверное, в горшочке посажу дома. Так, ну давайте пробовать сейчас. Напишите в комментариях, кто пробовал тамаринт и как вам понравилось или нет. Что он тут так закрыт прямо. Господи. Я думала, он открывается как... Боже, я его вообще не так открыла. Короче, вот так он открывается. В общем, а я тут поразрезала все. В общем, вот такие, похожие на как арахис. Вообще похоже на что-то другое. Как-то его так
А, вот оно как. Он такой, как прямо, да, шелуха. Я думала, он чистится. Вот еще село. Купи компас. Ну, такое. Ну, точно на какашечку похоже. Вот такая вот штука. Интересная. Угу. А, и тут еще косточки вот такие. Интересно, если посадить. Вкусно. Это похоже на финик. Слегка. Но привкус другой. А вот сама текстура вот этого. Как... Ну, вот эти косточки, конечно. Ну, в общем, за $4, думаю, попробовать можно. 450 грамм. Не, вкусно, но говорят, что он еще полезный. Так, буду готовить, кушать что-нибудь, потому что очень голодна. Покупки, которые в АТБ, это на 454 гривны. Это где-то на 12-13 долларов. Доллар сейчас поднялся, доллар уже 35. Так, из того, что есть в холодильнике, сейчас что-то приготовлю. Сейчас отварю гречневую лапшу соба. Здесь идет вот так порционно. Ну, честно сказать, я ее еще не варила. Это будет у меня первый раз. Курицу я замариновала в чесноке и соусе терияки. Грибы я порезала вот такими толстыми пластинками. Сейчас их тоже замариную, только уже просто в соевом соусе с чесноком. Очень удобная вещь вот этот такой для заморозки. Он как для кубиков льда, но я сюда чеснок измельчила и заморозила. Достали, в общем, 1 чайную ложку измельченного чеснока. Так, закипела вода. Написано опустить на 2 минуты. А потом можно добавить холодной воды и варить до готовности. То есть как-то непонятно. Так, 2 минуты прокипело. Тут пишут, добавьте холодной воды, потом варите на умеренном огне до готовности. Чуть-чуть кунжутным маслом ее приправлю. Так, раскалила сковороду. Наливаю тоже кунжутного масла и начинаю обжаривать курицу. Всыпаю сразу грибы сюда. И вливаю пару столовых ложек белого сухого вина. Добавляем лук. Добавлю еще столовую ложку соевого соуса. Придется под вок-сковороду покупать новую варочную поверхность, потому что мне
этой температуры недостаточно. Хоть большая конфорка, но оно еле-еле жарится. Теперь забрасываю морковку. Пару минут с морковкой, потом перец. Немножечко красного перца и зеленый лук. И еще пару минут обжарим. Добавляю сюда столовую ложку устричного соуса. Все, и отключаем. Теперь отварю яйцо. Я воспользуюсь силиконовыми формочками. Смазываем формочку в середине. Кладем это на воду, на кипящую. Взбиваю яйцо. Солю. Накрываю крышкой и варим. Насыпаем лапшу. Сбрызгиваю еще соевым соусом ее. Так, выкладываем. Мясо. Яйцо тоже сварилось. Вот так вот получилось. Выкладываем. Они едят прямо сырые яйца, сырой желток высыпают, посыпать кунжутными семечками обжаренными. Ну, я сырое что-то не очень. И зеленым луком еще посыплю. Все, и можно обедать. Так, ну и что же я тут наготовила? На всякий случай соевый соус оставлю. Грибы вкусно, мясо божественно. Перчик аль денте, такой как надо. Сейчас попробую. Вот видите, яичко как раз такое жиденькое, как и надо. Я эти формы купила на Алиэкспрессе. Очень удобно вообще. И можно такие разные блюда готовить с этими яйцами. И лапша классная. Но я бы ее все-таки еще прогрела. Но я знаю, корейцы, они едят ее так. То есть они ее промыли холодной водой, прям со льдом промывают. И прям холодную ее едят. Да я больше люблю, чтобы она тепленькая была. Короче, рекомендую. Сейчас мне дам кусочек курочки.
Курочку тебе нельзя, конечно, но я маленький сейчас тебя отгрызу. Распродаю я. У кого-то здесь бар находится, у меня здесь мои парфюмы. Здесь тоже была полка забита парфюмами. И здесь было одно вообще прямо лесенка на лесенке. Уже вот всего лишь сколько осталось. Я распродала очень много. Что-то подарила, что-то продала. Как-то одно время я просто очень сильно увлекалась ими, парфюм, прямо ароматами, у меня много очень было. А потом как-то стало почему-то это неинтересно. Поэтому оставляю сейчас, вот это продала, Прада продала. Завтра надо будет отправить новой почтой девочке. И оставляю здесь, в общем, в принципе, сейчас только свои любимые. Это Хлоя, моя любимая. Вообще, я уже, ну сколько, лет 15, наверное. Ну, может, меньше. Может быть, 13 лет. Ой, может, лет 13, как этот парфюм стал моим любимым. Это уже, наверное, 7-й пузырек. И еще вот такая тут у меня запасная. У меня всегда в запасе мои любимые есть. И вот такая маленькая Хлоя. Точно такой же аромат, только маленький флакон. Вот. Очень люблю. Это прям вот, он мне не надоедает. Шанель номер 5 тоже любимый. Вот уже тут закончился у меня. И у меня есть еще в запасе, это 50 миллилитров, здесь 35 миллилитров. Еще новенький у меня стоит. Вот. Обожаю просто, это мой любимый тоже аромат. Но тут тоже наношу, конечно, я их только по настроению и, естественно, по погоде. То есть это Шанель, это не летний аромат, конечно. Это больше такое весна, осень, зима. Вот. Ну или если, допустим, прохладный летний вечер, и вы идете куда-то в гости там, или в ресторан, тогда да. Это у меня тестер Кейка Мичери Юме, то есть, не знаю, ну такой сочный, такой женский, дорогой, такой насыщенный, такой тяжелый даже, я бы сказала. То есть это не мой любимчик. Мой любимчик это от Kilian. Господи, я вечно... Lies and Dangerous. В общем, могу, конечно, произносить коряво, но как-то так. Это идет travel версия в магнитном, в таком тяжелом кейсе. Вот. Магнитная крышечка. Очень тяжелый, такой массивный. И здесь 3 вот таких вот флакончика. Остался здесь один я подарила сестре. Остался вот здесь немножечко вот так. И целый флакончик один остался у меня. Потом вот этот у меня тоже такой любимый. Это Каролина Херрера. Это я покупала в Duty Free. Осталась половина флакона. Вот. Но это тоже такой больше зимний аромат. Очень вкусный. Очень вкусный. Мне тоже нравится. Вот эти тоже Пенхалиганс тоже мне нравятся. Это Артемизия. Это легкие, это летние, весенние. И Ирис Прима. Вот, он такой пудровенький. Но это тоже такой чуть-чуть пудровенький. И Кошарель Ноа. Это тоже любимый аромат из прошлого.
И я по ностальгии купила тоже маленькие 30 миллилитров себе. Коробочки не сохранила, а выбросила. Это я в Duty Free покупала, поэтому в чемодан не влазили уже коробки, когда назад ехала с отдыха, и коробки я выбрасывала. Это тот аромат, который мне когда-то подарил только большой, 100 миллилитров, по-моему, или 50 миллилитров, или 100, не помню уже. Сын мне покупал, когда ему было 15 лет, он работал у меня на стройке летом, не заработал денег и купил маме. Мне нравился этот очень аромат, но я их тогда не имела. И он мне подарил. Вот. И я что-то так проностальгировала, была в аэропорту, зашла в Duty Free, увидела Кошерель Нуа и решила купить. Такой приятный очень аромат. Это у меня две такие с Тони Моли, по-моему. Это с Сайхёрб я покупала, такие карандашики, дезики, ой, духи. Но они без всяких каких-то завышенных ожиданий к ним. Это простой такой, это цитрусовый, это пудровый. Еще в розовенький у меня цветочный лежит в сумочке. Он очень такой неплохой, как для настроения, когда уже перестали вы пахнуть чем-то, какими утром надушились, а то можно надушиться ими. Потом Трезор от Ланком, но это уже старый он, и тут его немножко, он мне так иногда бывает, я там вечером лежу, брызну себе на запястье и нюхаю. Потом, что у меня здесь? Это идет восточный аромат, но я его тоже выставила на продажу. Не нравится мне. Далее, это были миниатюрки, я пробовала, заказывала. Уже даже не помню, что это. Мне не понравилось. Вот это вот я, бывает, на распив заказываю себе аромат, чтобы попробовать, как он на мне будет звучать, подружусь ли я с ним. Не подружилась ни с одним, не помню уже. Тут Balenciaga вот здесь вот, а здесь не помню уже что. Давно это было. Вот такие у меня были. Эта коробочка осталась. Где-то, кстати, еще маленький флакончик должен быть. Ага, вот он. Вот. Это Ноты Парфам. Ноты Парфам мне понравилось. Жюльет Хазган. Жюльета с пистолетом. Мне понравился. Но я захотела попробовать Ноты Парфам Супердоз. Я купила большую бутылку, и он мне не подошел, он мне воняет и все. И вот я сюда отлила этого Супердоз и продала тут флакон большой, мне не подошел. Вот Нота Парфам, да, а вот Нота Парфам Супердоз вонючка и все, воняет мочой мне и все. Так, что здесь еще у меня есть? Рамон Малвизар. Очень красивые флаконы. Просто очень. Это остался уже просто флакон. А здесь уже парфюма нет. Парфюм вот я сюда перелила, потому что он забился, пульвик забивается, потому что он идет с золотом. И вот с золотом забивается поливеризатор. Сейчас открою вам его. Тут очень красивая упаковка. Ой. Вот как выглядит. Очень такое дорогое вообще исполнение. Такая деревянная или какая-то она, ну, очень тяжелая упаковка. Очень красивый флакон. И вот видите золото. Вот оно золото. И забивается потом, когда остается немного уже какой-то через время. Но у меня забился в половину, когда было. И забивается золотом пульверизатор. И пришлось мне расковырять его и поразливать по таким этим маленьким пузыречкам пульверизатором. Что, Мия? И что ты? Думаешь, тут съемка? Тут съемка, но не распаковка. Вот. Ну, коробку оставила, потому что, ну, она красивая очень. Потом у меня еще вот такая маленькая миниатюрка была. Макалев.
Макалев, правильно он или как-то, я уже еще слепая. Неплохой такой, но мне он пахнет бабушкиными духами. Вот тоже хорошо, что я миниатюру купила, а не полный пузырек, потому что по описанию аромата мне очень он подходил. Но мне он все равно нравится. Вот какой-то парадокс. Вот мне нравится, я его наношу, он и на мне тоже звучит очень хорошо. Но вот похожу я время, похожу. Или бывает, вот сегодня он мне нормально пахнет, а завтра он мне как-то вроде бы как бабушкиными духами. Так, и Black Cube тоже. Это тоже Рамон Малвизар, насколько я помню. Да, только это идет с платиной. Тоже видите, какая коробка. Ой, сейчас я открою вам. Вот. Только он идет с платиной. Но здесь еще осталось. Сейчас. Вот одной рукой я не могу. Да, вот. Очень. И бутылка очень красивая. Вот. И здесь осталось вот немножко. И вот видите, там частички платины. Здесь пульвик не забился. Он такой, это унисекс. Если это сладкий аромат, вот сладкий, праздничный, он очень женственный, но он такой насыщенный сладкий. Я не очень любитель сладких ароматов, но мне он какое-то время нравился. Он очень зимний, очень нарядный. Вот он я его на корпоративы, в ресторан его одевала. Ой, боже, он просто шикарен. Он такой комплиментарный. Мужчины меня хотели съесть. Это правда, прямо вот всем много, наша компания очень большая, человек 150 было на корпоративе. И прямо вот все хотели съесть меня, очень так пах. Вот мужчины все делали комплименты, очень нравился этот аромат. Вот, а этот такой, вот он, и я и сыну тоже его давала в пульверизатор маленький, бутылочку набрызгивала, давала тоже. Он подходит и мужчинам, и женщинам, он такой холодный, такой чуть-чуть какой-то, ну, не удовый. Но вот он, не могу объяснить это, уже не помню, какая у него здесь композиция, потому что он у меня не ношенный, уже стоит, наверное, лет 5. Ну, 4 точно, ни разу я его не надевала, тут уже осталось чуть-чуть. Вот, я его сначала берегла, а потом как-то так он там стоит и стоит. Потом я вообще потеряла как-то к парфюмам интерес. И он еще идет вот в такой коробке. То есть, ну, к вот этому тоже коробка была, только она уже я выбросила. А вот тут еще идет вот такая коробка. Ну, коробка уже просто картонная. И сюда вот этот вот куб ставится. Вот она вот так открывается. То есть очень такое оформление очень нарядное. Вот и в принципе все, что у меня осталось. Это Black Afghana, но это не оригинал у меня. Это тестер, притом это копия. Это копия Арабские Эмираты. Вот. Он тоже идет, ну вот знаете как, я вот почему-то, когда не оригинал, мне как-то вот уже интерес потеряю. Пусть какая бы ни была она дорогая и хорошая копия, но моральная, ничем не отличается от оригинала. Очень хорошая копия. Вот всего сколько я израсходовала, потому что вот что-то и он и пахнет. Вот это тоже унисекс. Это тоже унисекс. Девочки, напишите и вы мне в комментариях, какие любимые ваши ароматы. Есть ли у вас что-то в коллекции из тех ароматов, которые я вам показала? Или слышали ли вы такие ароматы, ну, где-нибудь на ком-то, ну, знакомы ли вы, как они звучат? Вот, потом у меня было очень много, сейчас тут я разгребу, потому что у меня тут уже iHerb я ставлю. У меня было много винтажа, у меня были Шанель номер 5, винтажные именно духи, вот прям духи. Пузырек 28 миллилитров, я их продала.
Вот. И у меня здесь это советские. Как это называется, я не помню. Не помню уже. И есть у меня красная Москва 73-го года. Вот. Это такие, те, которые... То, что я не продам, конечно, никогда. Это... Здесь даже где-то штампик стоял. Не помню где. И вот. И это духи новые. То есть они с естественной их, ну как, не усушкой, а вот выветриваются вот они. И вот это естественное их. Это не пользованные духи, хоть они и открыты, но я открывала. Вот, но... Вот они со времени, вот я тут их пыталась вот уплотнить, этот стеклянный. Но пахнет до сих пор хорошо, вы знаете. Чем-то похожи они на Шанель номер 5, какой-то ноткой. Вот. И да. Вот. Или 75-й. 75-й. Что-то 73-й. Вот. Где-то должен быть еще штампик. По-моему, на этой, на снизу вот здесь где-то. Так, ну, бог с ним. И там, еще вот эти вот мне тоже нравились. Вот, Валентина пудра, забыла я. Ой, я про них даже забыла. Но здесь уже пустой флакон. Валентина, вот Валентино пудра мне очень нравится тоже. И у них и флакон красивый такой вот. Ну, у них так все вот и с этими цветочками. Вот. То есть аромат пудровый, очень красивый. Кстати, надо будет повторить, потому что ну, это как будут деньги. Здесь уже пустой флакон. Вот это мне тоже, это мне сын подарил на 8 марта на какое-то. В 16-м году. Даже дата там стоит. Вот. То, что я люблю. Потом, что у меня здесь еще? Ага, это Лавия Бель. Ну, он как только появился, вот это вот я его и купила. Это 15 или 14 год, не помню. Вот, тоже в Duty Free покупала. Ну, он такой, он и очень сладкий. Ой. В общем, сладкий такой, теплый. Тоже немножко осталось. Так просто стоит. И тут у меня еще есть... Так, а это что такое? Непонятно. Ой, а кто же вот это? Это пиковая дама. Пиковая дама, это советские. Потом Шахразада, я помню, у мамы такие были. И, ой, вот, а вот эти духи я купила была с рук Ноктюрн. Это духи, я помню, мне было 15 лет, и я насобирала денег и купила себе, это первые мои духи. Я помню, что они стоили 15 рублей. Вот. А как я насобирала эти деньги, я уже не помню. Я летом тоже была, работала. Вот. Ну, такое советское. В общем, кто помнит, девочки, кто помнит такие духи Ноктюрн? Ну, я понимаю, что это уже моего возраста где-то девочки должны быть. Вот еще тоже советский. Это дымок. Вот такой в виде сигары. Флакончик тоже такой винтажный. Это то, что у меня из советских. Вот я вас провела тут экскурсию по своим загашникам. Вот еще у меня, это сейчас я покажу, это у меня коробочка из-под духов, именно тоже Шанель номер 5, но 7,5 миллилитров. Сейчас я покажу этот флакончик. Вот он, этот флакончик, он у меня вот в таком мешочке, я его ношу в сумочке. Обожаю просто, я просто обожаю Шанель.
Ну и вот это его родная коробочка. Вот так вот он. То есть у меня много Шанели, у меня Шанель номер 5 и духов было. Именно это духи, именно концентрированные духи. Вот 7,5 миллилитра и 28 миллилитров винтажные я их продала. И парфюмированная вода. Это вот 35 миллилитров и 50 миллилитров. Ну, 50 миллилитров уже закончился, пустой почти флакон. Вот, осталось тут на 2 раза. Вот. Достаточно вот одного пшика и все. Вот такая у меня, то, что осталось, вернее. У меня было 58 ароматов. Это вместе с вот этим винтажом. Ну, винтажа здесь не так много. Вот. И это все, что осталось. Ну, надеюсь, вам было интересно. Напишите, пожалуйста, и вы, какие вы ароматы любите. Мне тоже будет очень интересно. Сейчас упакую. Это вот такие вот духи. Немного я их пользовала. Даже, видите, очень аккуратно, не нарушая слюду, открывала, потому что я уже знаю, что я такой человек, что буду продавать. Хотя я не понимаю, зачем эта слюда. Продаю, спрашивают, ну, упаковка, ладно, в коробке или без коробки. А слюда есть, ну, я не понимаю, зачем она, эта слюда. Ну, вот я и стала аккуратненько открывать, потому что, ну, мне как-то, я больше не прирастаю к ароматам. Вот мне могут нравиться эти ароматы, но они не становятся моими любимцами на много лет. Вот как Хлоя, вот. Это и как Шанель. Ну, вот настолько я просто обожаю эти ароматы. Вот. Вот так вот я аккуратненько все запечатала. И вот я не выбрасываю никакие коробочки. Вот баночки покупала, все, коробочка осталась. И сейчас я сюда упакую. Я любитель вот это все, чтобы у меня было. Потом раз и вот упаковали. Боже, как пахнут. Самый лучший аромат это вот от пионов идет. Так. Продала я, конечно, за полцены от их стоимости. Ну и они у меня же не полные. Вот. Но это за полцены стоимости ту, которую я покупала. Сейчас они, естественно, стоят дороже. Вот. Не знаю, сколько они сейчас стоят. Я вообще удивилась, как это во время войны еще кто-то купил парфюм. Я буквально вчера или сегодня, или вчера, по-моему, сегодня обновила объявление на OLX. Вот. И сегодня же, они, видно, просто в топе было, ну, вверху сразу, как только я его обновила. И сразу девочка написала, я ей скидку еще сделала, ну, потому что денежка нужна мне сейчас. Ну, я без сожаления расстаюсь с этим парфюмом, он для меня очень... Я люблю пудровые, но вот тут пудровость с каким-то шипровым прямо, какой-то вот он такой резкий сильно, я не очень такой люблю. Вот я люблю сладкую пудровость, лучше будет сладкая, свежая, сладкая пудровость, но не резкая. Здесь он рисковатый. Вот, ну все. Закончился наш день сегодня. И вечерний чай в новой чашке. Чай я сегодня вот такой пью. Очень люблю этот чай. Это не первая покупка у меня уже на iHerb. Это Маринга с манго. Вот. Чашечка новая. Сейчас будем испытывать. Ну и орешков насыпала сегодняшних, которые получила с iHerb.
Мия отдыхает, там лежит. У меня тут небольшой творческий беспорядок на кровати. Монтирую сейчас видео. Все, всем хорошего дня, вечера, утра, когда вы меня смотрите. И пусть у вас будет мирное небо над головой всегда.